Всем привет! Сегодня прекрасная солнечная весенняя погода, сзади меня речка Ока, а рядом стоит Subaru Outback. Универсал повышенной проходимости, вседорожник, который привез нас сюда, и сегодня будет внедорожный тест и испытание системы X-Mode, а также полного симметричного привода Subaru Outback. Погнали! Серьезное испытание! Молодец! Не просто. Он старается, смотри, теряет момент. Не просто. Он старается, смотри, распределяет момент.
немножко, все колесики крутятся, вокруг себя разрывает. Ну что, перераспределение идет? Но этого недостаточно. Немножко надо подкопать. Ты все, уверен? Да. Находимся в прекрасном месте, и такой чудесный день. И я нашел то самое препятствие, да? Кажется, что весь снег уже растаял в городе, но здесь, в прекрасном Заволжске, он все еще по колену. И это обманчиво, что мы наступаем, и у нас, кажется, все еще по щиколотку. Нет, пожалуйста. Я нашел то самое препятствие, которое для вседорожника Subaru Outback оказалось, ну, немножко непосильным, потому что это все-таки не вездеход, а это Subaru Outback, универсал повышенной проходимости. То есть клиренса вполне хватает. Дело в том, что сейчас колеса зарылись, особенно вот передние, и стало проваливаться. Под собой снег уже превратился в лед. Из-за того, что резина это не шипованная, а просто липучка, конечно, когда лед образуется, она на ней уже не так хорошо себя ведет. Но мы немножко подкопаем, я думаю, прекрасно выберемся из этой не очень легкой ситуации. Конечно. Ты уверен, что она не может выехать просто? Я думаю, я буду зарываться еще больше, пока не сяду еще и задними колесами. Они вокруг себя будут крутиться, снег утопать, и тем самым потом придется уже откапывать машину, которая как крюк увязнет в снегу днищем. А если она увязнет днищем, то она получается как якорь. Тут уже без помощи никак не обойтись. Так, ну что, я немного подкопал передние и задние колесики, потому что сильно утопаем, но все еще на брюхе никто не сидит, поэтому сейчас должно получиться, или же мы немножко подложим там каких-нибудь веточек. О, я уже проваливаюсь. Солнце, да? Солнце нас подвело. Так-то. Машина вела себя отлично. Обязательно отключаю ESP, и пока не буду включать X-Mode, попробуем выбраться так. Жень, а ты мне это, подложи просто, нет, этот деревяшник. Очень глубокий снег, Да, снег очень глубокий. уважаемые. Топну, но еду хорошо.
Итак, у нас заселение моей съемочной команды. Как вам нравится домик? Домик рыбака. Вилла. Вилла. Написано дом рыбака. Хотя, Ничего не знаю. хотя так-то вроде как маленький домик, но очень уютный, кстати. Так, подъем на второй этаж. Маленькая уютная лестничка. Вау, отличный вид. Ну как у нас тут, парень? Все хорошо. Нравится? Да, я уже. Ух ты. Да, очень высокая. Да, прикольно. А здесь что? Отличный гардеробик. Ты будешь спать здесь? Да. Не-не-не-не, я перепутал. А вот это мы на первый этаж поставим? Вау, Или на второй? уютно. Душ, туалет. Это у нас будет дискотека на первом этаже. Блин, жарко здесь. Я спросил про отопление. И они, похоже, испугались, что мне будет холодно. Да, решили прям как следует. Вау. Выход. Немножко унизить. Унизить никого нельзя. Ух ты, столик есть, можно посидеть. Вот он. Летом, да, вообще классно. Чай попить тут все. Да, вон машинку видно. Где? А, вон она на парковочке. А, да. Птички щебечут. Да. Отлично. За всеми прям. Да, босиком сюда не выходи. Я знаю. Ага. Откроем, пускай у нас немножко тут проветрится, потому что, ну, прям жарко Ты конкретно. смотри, наверху. у нас Жарко конкретно. белье, Вау, белье. Отлично. Чур, я буду спать возле окна, хорошо? а я буду здесь. Здорово. Вот и договорились. Да, вот он, пожалуйста. Так, что у нас тут? Холодильник. Во, уже блинчики. Отлично. Знаете, что у нас? 2 санузла. Когда такое было? Да, кстати говоря. Очень даже. Микроволновка, телевизор, скорее всего, есть музыка, и пацан нам музыку еще сделает. А теперь пойдем посмотрим, что у нас с зоной барбекю. Зона барбекю. Шикарная, шикарная. Даже если пойдет снег или дождь, мы тут укрыты. И вы гляньте, мангальчик, раздувалки. Ну все как полагается, даже поленья есть. Сейчас быстрое расселение, а потом мы отправляемся покорять внедорожье, потому что там еще есть одна замечательная горка, которую я приметил, когда сюда добирался. А вон там сегодняшняя банька. На вечер мы заказали, на 10 вечера, после шашлыков. Думаю, будет просто потрясающий вечер. Как тебе тест на бездорожье? Слушай, ну прекрасно. Да. И- Немножко напугался, когда машина начала погружаться вниз с снега? Не, я не напугался, я просто понял, что это небольшое приключение. Что оно может вылиться куда-то в не очень хорошую, да, Не, тенденцию, ну, почему? что машина утонет, и мы потом будем разгребать все, да, до конца, прям до самого подъема. Не, но у нас был ангел-хранитель в виде Евгения, он подложил палочку. И все прекрасно. Ну, видите как, не хватало буквально немножко зацеп. Возможно, если бы была именно зимняя резина с шипами, мы выбрались бы, ну, А у с тебя большей она- вероятностью. у тебя она без де- У меня зимняя резина, но она липучка. Она, конечно, вот на льду себя ведет не так хорошо, как вот с шипами, да. Вот. Так что имейте в виду. Ну, у нас слоган такой у Subaru: быть, а не казаться. Вот какая резина есть, с такой и должен покорять внедорожье, да? Тем более, что у нас лайтовое достаточно внедорожье, но я думаю, что заехал бы я туда на любой другой машине, сел бы и все. Капец. Давай, докушивай свой бутерброд и погнали дальше покорять внедорожье. Не забываем выключить систему стабилизации. Она нам на бездорожье только навредит. Еще и поможет зарыться.
Когда машина застряла, я еще не включал X-Mode. Может быть, в этом и была ошибка. Я только выключил систему стабилизации. Но после того, как она уже начала проваливаться, включение X-Mode не помогло. Конечно, он пытался перераспределять момент. Каждое колесико то прокручивалось, то стопорилось, но это уже не помогло. Скорее всего, X-Mode надо было включать на бездорожье заранее. Тебе надо здесь проехать. Но здесь ты... А в принципе нет, смотри, здесь пенек. Здесь очень такой тяжелый снег. В пеньке я нормально проеду. Вот, здесь нормально. Я не застряну. Ой. Ну что, машина застряла, в принципе, хорошо ехали, но снег получается обманчивый. Там, где попадается этот солнечный свет, там уже подтаяло, и машина просто проваливается где-то вот по колено. Поэтому попробуем немножко назад, и либо вот назад идти, так и задом и ехать, либо вперед вот проехать полностью. Сейчас посмотрим, куда именно поедет, как оно получится. Окей? А никак не получится, подкапывать придется. Да что ж такое? Понимаю, что ты проваливаешься. Ну-ка, засними. Ну, Давай, я ногу засниму. отпусти. Ну, блин, по колено я тебе хочу сказать, вот эта вот нога. Для этих целей всегда нужно с собой иметь. Ой. Для этих целей всегда нужно с собой иметь что? Обязательно перчатки, ну и средства, чем мы будем подкапывать. Потому что иначе можно отсюда и не выбраться. Аккуратненько, не цепляя машину. Вон, засними как. Вот так вот она села. Угу. Ну, получается, моя защита, она как лыжа, но вот эти вот части прям вообще забились снегом. Получается, я могу задом шибануть, но только мне надо будет прочищать все это место. Держи. Вот она как. Сверху снег, он вроде, ну как, да, морозный. Машина проехала и порядок. Но под ним, вон она что, мягкая труха. Она прям как болото засасывает. Так что придется все равно подкопать. И смотри, получается, вот эти вот самые нижние части у меня, надеюсь, видно. Я вот сейчас покажу. Да, вот эти вот мои рычаги. И они как вот заякорились. И привет, их надо освобождать, иначе никуда не двинешься. И ходить мне, получается, нужно будет только задом. Как бы единственное правильное решение, потому что впереди еще хуже брод. Вот, поэтому, как думаешь, выберется Subaru самостоятельно? Я думаю, да. Отлично.
Всегда надо иметь с собой какую-нибудь лопатку, да? Вот, Expedition, отличная штука, подарок моего друга на день рождения. Потому что, иначе и копать нечем, руками просто не выкопаешь особо. Так, вот смотри, мне надо подкопать, чтобы в машине к колесу был момент выхода. И чтобы ничего не стопорило. А стопорить может, получается, опять же, вот эта вот часть. То есть вот это мне тоже надо будет убрать. Кажется, как будто немало я себе работу нашел-то, да? Но любишь экспериментировать с внедорожьем, будь готов. Вернемся после того, как прокопаем все. Так, ну сколько мог подкопал. Пора пробовать, выезжать. Либо вперед, опять же, и потом просто гнать. Либо назад. Попробую и так, и это. Но сейчас получается, что, конечно, немного машина сидит на задних рычагах. Вот так вот иногда приходится, если хочешь заниматься оффроуд, любите копать. Потому что машина почти просела последний раз, когда мы пробовали выехать до днища, и немножко на него присела. Чтобы не усугублять ситуацию, было принято решение как раз использовать домкрат, приподнять колесо. У нас 3 просела. Мы приподняли правое переднее, подсунули туда деревяшки. Вот почему надо всегда с собой иметь необходимый инструмент. И теперь еще подкопаем переднее, и мне немножко надо освободить. Я уже вижу хороший прогал. Женя опускает домкрат переднего правого колеса. Уже прогал хороший. То есть сейчас у меня стоит вот эта вот алюминиевая защита на, получается, заднем дифференциале и на коробке, и на движке, да, защита картера. И на ней я собираюсь проскользить как лыжа. И мне либо только вперед, но я могу где-нибудь там еще присесть. Получается, нужно ехать назад, поэтому мы все работаем над этим. Вперед. Поснимай теперь и других тоже. Ага. Отлично. Все, мы подкопали все 3 колеса. Потратили, ну, почти 1,5 часа. Ну, ничего страшного. Мы для этого сюда и приехали. Нарубили веточек. У нас вот задняя правая, передняя правая и передняя левая. Подложили все, что только можно. Сейчас будем пробовать. Так-то, смотри, вот тут какой-то коварный снег оказался. И мы вот его нашли практически по колено. И чуть назад. Давай. Гонимся. Ты уже садишь. Застрял, вот тряпкой застрял. Не застрял, просто по правому лицу. Она намоталась? Нет. Просто концом. Ага, я сейчас вперед буду. Ну что за ребят? Вот здесь нормально же уже. Как мне кажется. Давай немножко назад. Надо ее раскачать немножко. Давай. Давай назад. Переднее колесо просело. Вот сейчас давай подтолкнем. Давай. Вперед. Вперед, назад. Вперед.
Не сел. Ну сел, Серег, ну давай откровенно уже просто. Ну нет, не сел. Мы чуть-чуть. Нам надо еще вот подкопать, чтобы я вот просто вот выскочил туда. Ты же видишь, здесь вот. Вот, никто не проваливается. Если видно, машина находится вон там. Да, конечно, проехали мы классно. Вот то место. Сейчас покажу, насколько глубокие сугробы. Здесь, ну, наверное, где-то около 35 сантиметров колея. Вот здесь машина выбралась. Вот до сих пор. Вот такие колеи. 10, 20, 30. Ну да, где-то 35. Здесь мы выбрались. Назад не получалось, потому что вот здесь мы проваливались бы. Здесь проваливались, потому что вот как вы видели, вот настолько топнем. Вот настолько топнем. Казалось бы, на ровном месте. Вот она. Но мы смогли проехать. Машина вот проехала хорошо. Зашла в поворот. Здесь немножко побуксовала. Тоже достаточно серьезная колея. И проехала сюда. Смотрите, на днище не села. На днище не села. Получается, двигается, но двигается в раскачку. То есть вперед-назад, вперед-назад. Получается, что можно было бы и дальше. Мне нужно-то проехать еще вот 20 метров до этого дерева. Еще метров 30, а там уже спуск. И мы спокойно уезжаем. Но надо вызывать трактор, потому что у нас банька. Алло? Можно ли туда, в кабину, тебе сесть или хотя бы лопатку нам передать для снега? А, он подъезжал к тебе и потом уехал, да? А он, наверное, был там, что ли, на базе Металлург? А, я понял, я понял. Ну, Металлург нам приходит на помощь, ура! Давай. Хорошо, хорошо. Проследи, чтобы Макс был теплый и что-нибудь подогрей ему. Вот чубепели вот эти вот. Чуба-пицца в микроволновке, пусть он кушает, окей? Как говорится, чем круче машина, тем, в принципе, дольше идти за трактором. Трактор действительно понадобится, потому что вот здесь вот мне предстоит еще проехать. И, как вы видите, в принципе-то я нормально вот могу пройти. Просто я утром проходил здесь, ну как, до 12, когда был морозец небольшой, он схватил снег, в принципе, хорошо. Но потом солнце, вот это вот яркое, хорошее, красивое и теплое, оно растопило сверху вот этот лед, и получается, вот ты начинаешь проваливаться. А здесь как раз вот этот вот такой снег, как песок, такой вот крупинками. Вот здесь находится как раз спуск. То есть вот такое вот небольшое расстояние. Но я могу, в принципе, и дальше продолжать. Подкапываю машину, начинаю ехать потихонечку. 5 метров проезжаю, начинаю тонуть, немножко подгазовываю, выезжаю и тону. Вот где-нибудь упираюсь каким-нибудь колесом, то есть либо слева, либо справа, потому что здесь, скорее всего, дорога, она идет и где-то проваливается. Она просто вот сейчас вот где-то проезжали именно на снегокатах и протоптали. Но на самом деле дорога может быть здесь вот с ямкой, здесь наоборот нормальная дорожка. Стоит мне какой-то одной осью вот с левой стороны, переднее и заднее колесо, стопорнуться, хотя видно, что они не утонули. Ой, а вот видите как, все равно проваливаюсь. То есть вот здесь получается уже ямка больше. Вот настолько. Трактор за нами, вон он едет. Сейчас будем его встречать, и я просто попрошу его, чтобы он прочистил мне путь полностью, на выезд. И попробую, может быть, даже сам выехать. Приветствую. Выехал, сел, подкопал, немножко двинулся. Думал выезжать туда. У вас получается это Трос. не ковша, ничего, трос, да? Трос, да, я взял трос с собой. Ну что, тогда цепляем спереди и Да, поехали туда, да? Поедем, да, потихоньку. Хорошо. Отличная штучка. Ну, вообще крюки вот там внизу, ну просто ты высокий, ты, наверное, будешь задирать. Да, поэтому я вот так. Сейчас я еще подкручу там.
Есть, порядок, выбрались. Кстати, часть пути машина прошла сама. Синенький выручалка. Помог нам выбраться. Конечно, я бы застрял там еще раза 3-4, как пить дать. Как пить дать. Ну что ты сделаешь, да? Ну, снег растаял, да? С обеда он стал вот такой вот мягкий. Плюсовая температура. Отделались вообще. Он снежок немножко набился. Снежок набился под защиту. Все в порядке. Сейчас снимем крюк. Кстати, пригодился, да? Вот, смотри, классно вообще. Вот. Единственное, что только штучку только я потерял. Надо пойти сейчас будет ее найти. А то я ее потерял. Вот тебе минус. Пойдем искать. Пойдем искать. Там, где я выезжал, она темненькая, ее должно быть видно хорошо. Странно, она выниматься, наверное, должна была. Я посмотрел. Вырубай, пойдем искать. Слушай, ну трактор молодец. Трактор молодец. Ты посмотри, что здесь было. Ты посмотри. По колено. Вот, я уберу даже то, что наплыв. Ну вот она, точно под 40 сантиметров. Ищи давай мою закрывашечку. Сама по себе Пойдем она дальше, очень может быть дорогая. она там лежит. Пока еще. Смотри, как ты стоишь. По колено. Ну, да. Почти. Ура! Ха-ха-ха! Нашли! Поздравляю! Нашли! Пятерку. Смотри, все с ней нормально, ничего не... Давай ее быстренько поставим на место. Пошли. Ну теперь вообще отлично, да? А ты говоришь, нужно ли такие приключения? Посмотри, как солнце садится, кстати. Солнце садится. Столько эмоций. Как бы мы эти эмоции набрались бы, если сидели просто в городе и катались на Subaru Outback? Проходимцы, да? Который смог сюда забраться. Конечно, чуть трактор не забуксовал. Ну, он буксовал. Я надеюсь, ты заснял Ну, это. да. Трактор буксовал вовсю. Мне даже показалось, что сейчас он сядет и привет. Я почему-то думал, что трактор должен был приехать с ковшом и просто вот это вот сгрести, а я уже по ней сам проеду. Потому что вот здесь вот, начиная, вот где вот он самый сложный момент, где бы мы снова бы копали, как мама, не горюй. Вот Кстати, здесь... камера не очень передает, но здесь очень страшно. Вот здесь вот. Ну-ка. Но А здесь вот так. все равно не очень передает. Не очень передает, да?
Да, Ну ладно. Но здесь очень страшно. Да, хорошо. Поверьте нам. Ну вот здесь я уже ехал самостоятельно, потому что я не хотел лишнюю нагрузку давать на трансмиссию, тем более на вариатор, поэтому не то чтобы меня толкали, прям вот тянули. Машина должна была сама ехать, просто ей помогали, когда она старалась застрять в таких вот зыбучих песках снега. Ну, имейте ведь теперь в виду, если вы так выбираетесь, конечно, с собой нужно брать лопаты. У нас, в принципе, все это было. Но Ну, недостаточно. иногда это может помочь, если очень такой лайтовый оффроуд, да? Но если такой вот прикольный, который заставляет твое сердце биться, то я вам хочу сказать, главное, смотри, ничего не травмировалось, да? Ничего не травмировалось. Даже штучку нашли. Обалдеть. Удивительно, что я на нее не наехал, мог бы эти усики обломить. Ну все, хорошо. Она штука, блин, дорогая может быть. Смотри, красавец стоит, кременек. Он говорит мне прямо сейчас: я справился бы, парень. Ну, ты думай, когда меня сюда заводят. Я, конечно, универсал повышенной проходимости, но я и вседорожник, да? Но я не вездеход. Так что, на самом деле, я доволен. Он молодец. Он показал себя отлично. Просто супер. Ну что, Давай, прилево. скручиваем и ставим ее на место. В принципе, у Subaru Outback, в частности, здесь спереди есть такие два крючка. Они, ну, сейчас мы, наверное, не увидим их. Может, я попробую потом показать. Они, в принципе, отличные для как раз, чтобы машину тянули, вытягивали, предусмотрено. Но у него видел, как высоко. То есть, получается, я не хотел, чтобы он вот так вот задирал и бампер мне вот упирался своим. Ну да. Вот, поэтому не стал так делать. Ты смотри, все на месте. Вставляем сюда. Можешь поближе, пожалуйста? Вот так вот просто аккуратненько раз и вынуть. Потому что, видишь, я вот так повесил, думал, что ну ладно, болтается себе и болтается. Нифига подобного. Всегда вынимайте. Оп. Во, прям где и была. Отлично. Ну а если вам понравилось видео, поставьте большой палец кверху, потому что мы лично получили огромное удовольствие. Я лично получил огромное удовольствие. Оффроуд — это все-таки та тема, которая, ну, мужская, да, она заряжает энергией, дает какие-то эмоции, и вдвойне радостней, когда ничего не травмировалось, ничего не поцарапалось, ничего не отскочило, все нашлось. Всем хороших дорог и отличного бездорожья. С вами был Сергей Перетягин и Кремень. До новых встреч в эфире. Пока.